Проект «Жизнь». Всем здравствуйте, это видео посвящено тому, как жить после школы. На данный момент многие из подростков запутываются в своей жизни после данного этапа жизни, и данная история вам расскажет о современном мире после школьных лет. Я пошел учиться в колледж, да я думал, что в техникуме учиться такое себе, думал, я буду учиться, получу много знаний, из-за этого я выбрал именно колледж, но не тут-то было. Наступила первая сессия, мы ее отметили как положено, например, как помню, кричали в форточке «халява, приди», пускали самолетики с текстом, чтобы сдать сессию, но, увы, то, что я увидел, меня просто шокировало. Преподавателям не нужны были знания, они специально валили студентов, чтобы они несли деньги, подарки за зачеты, да их можно понять, потому что зарплата преподавателя составляет в среднем 10-15 тысяч рублей, и жить на такую сумму нельзя, но, увы, система образования так построена, и поэтому, чтобы жить, преподаватели обязаны брать взятки. И учат, к слову сказать, по старой литературе, которая была написана в эру динозавров, которая не актуальна. Например, если взять информатику, кто-то в Паскале или Бейсике, думаете, сейчас работает? Нет, сейчас используется программа 1, которая пригодится в жизни, к слову, на ней вся Россия работает. Нейросети, которые сейчас заполняют рынки, но нет, этому не учат нас в школе. Так спрашивается, почему? Потому что литература была построена тогда, когда всего этого не было, и как в старые добрые времена не переступали рамки. Сколько вам раз мама говорила в детстве: вот, сынок, вырастешь, получишь ты хорошее образование и устроишься на престижную работу. Но нет, сейчасшний мир другой. После окончания колледжа, к слову говоря, так же как и универа, максимум, на что ты можешь рассчитывать, это 20-30 тысяч рублей. Все зависит от вашего региона, и то вы думаете, что каждый работодатель вас примет на работу. Очень глубоко ошибаетесь. Вот представьте себя в роли работодателя, к вам приходит студент после окончания колледжа и говорит: так, я хочу к вам устроиться на работу, а что вы умеете? И вы тут: я там практику проходил от колледжа. И работодатель отвечает: и все. А до этого вы работали где-то? А вы в силу своих лет ему говорите: нет, так как только отучились и официального трудового стажа у вас нет, и быть не может. Работодатель говорит: ну, да нехило, и уся тут 50 на 50, что вас возьмут, и то на зарплату 20-30 тысяч рублей в месяц. Карл. Хорошо, допустим, вас взяли на ПК 30 тысяч, и что мы получаем за квартиру? Плати порядка 15 тысяч, это за месяц проживания летом, и порядка 20 тысяч это у нас зимой. У нас остается 10 000, что за эти 10 000 мы должны кушать, покупать, одеваться прилично, и также мы хотим нормальный гаджет и интернет правильно. И просто посчитайте, сколько вы получите в итоге. Оставшие деньги, которые ты получаешь, и за такую сумму ты готов отдать годы своей жизни. Да я понимаю, но ты уже продал 1 месяц своей жизни за такую сумму, так что выбор за тобой: оставляешь все как есть или будешь действовать. Задумайся. Конец первой части.